Вот вы, наверное, спросите, почему я не делаю вот такой вот как урок с обычными там, ну как принято делать уроки. У меня просто нет на это времени сейчас садиться, там какие-то там что-то умно говорить. Я вам лучше вот так вот на кухне расскажу, как бы. Я, в принципе, думаю, что для вас это не будет так уж обидно, если я буду рассказывать арабский, египетский диалект, стоя на кухне, готовя суп. Вот она мука, называется она ДИ. ДИ называется мука в Египте. Вот. Кстати, я не помню, говорила я или нет в предыдущих видео, в Египте есть кефир. Потому что многие не знают, есть ли здесь кефир или нет. Кефир здесь есть, и называется он раеб. Раеб кефир. Есть жидкий йогурт, называется он заведу. То есть обычный йогурт это заведи, а жидкий йогурт заведу. Масло сливочное. Масло сливочное называется зебда. Зебда. Какие еще продукты? Соль называется мельх. Мельх. Соль называется мельх, и сахар называется суккар. Суккар. Что еще? Какие продукты? То есть сыр называется гедна. А дальше, значит, сыр, я вам сказала, сыр называется гибна. Колбаса. Колбаса как называется? Колбаса называется ланчион. Ланчион. Ланчион, меня слышно, да? А молоко называется лябань. Лябань. Вот. Значит, молоко лябань называется, кефир называется раеб, я вам сказала. Сметана называется крима. Но есть еще лучше сметаны. Это продается, это как вы, если вы знаете, от натурального молока, если вы кипятите, есть такая сверху пенка. Вот у них даже продается вот эта пенка, она очень густая, очень жирная, очень вкусная. Вот, в ней, наверное, полно холестерина. Называется она эшта. И она продается также в развес, как и сметана, по там, роба, то есть по килограммам, там, в развес она продается. Дальше какие у нас продукты? То есть макароны, они так и называются, макарони. Вот. Рис называется роз. В принципе, похоже. Соль, я сказала, называется мель. Подсолнечное масло в Египте называется зейт. Зейт. Вот, здесь у меня чай находится. Как у меня там рис. Значит, здесь у меня находится чай. Такой вот рассыпной. Кстати, в Египте нет хорошего чая. Такая в основном труха, вот если берешь. Такая пыль, чайная пыль, я бы сказала. Вот, значит, чай в Египте называется щай. То есть они ее произносят с буквой щ с нашей. Щай. Энайз чай. Я хочу чая. Дальше. Дальше что? Пока у меня этот тесто для блинов там делается, значит, хлеб. У нас вот такие булки. Хлеб в Египте называется аиш. Аиш. Вот такие вот булки называются кайзер. Кайзер. То есть, если вы подходите в магазин и говорите, я хочу хлеб такой вот, предположим, кайзер, говорите, ана аиш кайзер. Или если женщина подходит, она говорит, ана аиза аиш кайзер. То есть, я хочу аиш вот такой кайзер, потому что у них есть еще аиш фино, вот такой длинный. Вот, есть еще аиш араби, ну это обычный арабский хлеб. То есть, хлеб у нас называется аиш.
Дальше. Вот я сейчас варю курицу. Курица, кстати, называется фарха. Энайз фарха. Если мужчина, женщина, анайза фарха. Вас спросят кем кило, потому что там представлены курицы живые. И они вам уже будут забивать ту курицу из расчета, сколько вы килограмм хотите. И вы говорите анайза, итнин кило или вахид кило, то есть 1 или 2 килограмма, или талета кило, арба кило. То есть в зависимости от того, сколько вы хотите. Вот. По поводу, у меня лавровый лист, я его добавляю в бульон, он так и называется лаура. Лаура. Вот. То есть вы когда хотите купить лавровый лист, говорите анайза или анайз лаура. Они вас поймут, они спросят айзекем. То есть айзекем, то есть сколько вам нужно. Ну и вы говорите, сколько там, 100 грамм или там 200 грамм. Что еще? Сейчас. Есть курица другая, есть целая курица, как я сейчас варю, а есть вот такие вот, это называется бане. Бане это грудь, грудки куриные. То есть если вы приходите и вам нужны именно куриные грудки, без всякого там вот этого ножек, ручек там, вы просто говорите «Ана из бане». Фи бане, и, предположим, спрашиваете. Он скажет, да, есть. Скажет, предположим, мне нужен полкило. Ана из нус кило. Нус это половина. Или, предположим, вам нужен килограмм. Говорите ана из или ана иза, если женщина, кило. Или килунус, то есть 1,5 килограмма. Вот так вот выглядят куриные грудки. Называется оно бане. Кстати, у меня в холодильнике еще есть наггетсы. Они так и называются наггетсы. Вот я достала то, что у меня еще есть из холодильника. Сейчас присяду, просто чтобы вам было видно. Значит, огурцы. Какая у нас ситуация с огурцами? Не знаю, видно меня или нет. Значит, огурец. Как будет огурец по-арабски? По-египетски? Хияр. Хияр. Энайз хияр. Или, предположим, я хочу хияр, да? Или анайза хияр. Или вы просто спрашиваете, есть огурцы у вас? Фи хияр или андек хияр? То есть у вас есть хияр? У вас есть огурцы? Помидоры. Томатом. Помидор называется томатом. Энайз кило томатом. То есть мне нужно килограмм помидор. Это мужчина говорит. Если женщина, анайза кило томатом. То есть мне нужен 1 килограмм помидоров. Дальше что? Лук. Лук называется басаль. Басаль. То же самое. Анаиза, если женщина, кило басаль. Анаайз, кило басаль, если это мужчина. То есть мужчина говорит анаайз, то есть я хочу, а женщина говорит анаайза. Дальше у нас чеснок. У меня такой немножко осталось чеснока. Чеснок называется том. Как у нас том, книжный том, первый том, второй том, третий. Вот чеснок называется том. Яйца. Значит, яйца бейт, то есть бейт балити. Должен вы говорите найс бейт балити. То есть есть обычные яйца, я не знаю, где они их выращивают, а есть балиди, это деревенские яйца, они так и называются балиди. То есть, предположим, вы говорите, мне нужны 10 яиц. Айз, то есть анайз, если мужчина, ашара бейт балиди, 10 яиц деревенских таких. Женщина, если говорит, она говорит, анайза, ашара бейт балиди. То есть мне нужно 10 яиц. Какие еще есть? Сейчас я уберу. Вот такие вот есть, как солености, они в Египте продаются. Вот, различные они делают солености, они много очень любят есть, очень спайси такого, прям вот все горит. Они такое едят, и египтяне, с удовольствием. Вот, у меня просто зеленого нету перца, я вот вам хотела показать вот маринованный. Вообще любое
как бы любые соленые всякие солености, они у них называются мхаллиль. Продаются также в развес, есть. То есть, предположим, говорите, из роба мхаллиль. Вас спросят, какого. Вот, есть вот такие вот продаются. Есть соленые огурцы продаются, есть соленые там и редька у них, и морковка соленая, и перец вот такой зеленый, разный. Значит, перец в Египте называется фельфель. Вот. Фельфель, любой перец, и черный, и зеленый, и красный, он весь называется фельфель. Вот. Солености называется мхаллиль. Для нас это очень важно, это же картошка. Картошка называется патотес. То есть, предположим, подходите к магазину, спрашиваете, фи патотес или андек патотес, у вас картошка есть? Фи патотес? Он скажет фи. И вы, фи это, то есть, есть. Скажете, она из хамса кило патотес. Или она из хамса. Хамса это 5 килограмм картошки. Или килограмм, кило, итним кило, талета кило, арба кило, хамса кило. То есть в зависимости от того, сколько вам нужно картошки. Кстати, что такое самна? Хорошо, что вспомнила. Самна. Вот. Самна это как наш маргарин. И египтяне используют его во всем. Они не едят сливочное масло, но они во все кладут вот эту самну. Она вот так продается, бывает в таких еще больших банках, они ее поедают просто килограммами. Они кладут его в рис и в любую еду, которую они делают, наподобие, как мы кладем во все масло. Они используют вот этот маргарин. Уходит он у них килограммами. То есть мы больше такие масляные, я бы сказала. Как обычно египтяне готовят курицу? Варится курица, оставляется просто вот этот светлый бульон. И варится отдельно рис. И можно, то есть когда они едят, то есть в еду, то есть в этот бульон добавляется вот этот рис и естся ложкой. Вот этот бульон с рисом. Как еще делается, как они еще едят? Есть у них такие маленькие макароны. Не знаю, есть они у меня или нет. Какие-то были. Может, я их уже выкинула. Есть такие макароны, у них маленькие, называются лисен-асфур. Наподобие как наша лапша. Иногда можно, кстати, заменять. Кстати, вот в рис, когда они готовят, они очень часто кладут вот этот лисен-асфур, как-нибудь покажу. И кладут вот такую, как маленькую у нас вермишель. Вот. Это одна из вариаций при приготовлении риса в Египте. То есть сначала кладется, то есть когда перед тем, как вы варите рис, вы сначала добавляете вот там сливочного масла или вот этой самны, кладете немного вот этих маленьких макарон или вермишели, поджариваете его, чтобы она стала желтой. Потом туда добавляете воды, добавляете, солите, добавляете рис, то есть все как обычно. И когда оно сварится, то есть перемешиваете все, и получается вот такие вот как рис вот с этими маленькими, с маленькой вермишелью, либо вот с этой вот лисен-асфур. Вот, ну а что я хотела сказать? Я хотела сказать, как египтяне готовят куриный суп, то есть понятие куриный суп у них, то есть они варят просто бульон и добавляют туда вот поджаренный, кто-то поджаривает, кто-то нет, вот эти макароны или лисен-асфур. Я так не делаю, я делаю просто, я сварила просто бульон, сделаю просто рис, это так мы будем есть его, и у меня макароны и суду. Кстати, хотела сейчас солю суп пока. Суп в Египте называется шурпа. Шурпа называется суп. А вот какие еще есть овощи в Египте? Значит, еще есть у нас, лук я сказала, чеснок я сказала. Есть еще кабачок. Кабачок называется куса. То же самое, то есть я хочу, мужчина говорит, она из кило куса, или нусса кило, полкило, или женщина говорит, она из кило куса, или нусса кило. А какие еще куса? Потом вот фиолетовые, как они называются,
Фиолетовые эти у нас как они, кабачки и эти кабачки и фиолетовые вот эти вот, забыл, как они называются. Называются они батингем. Батингем. То же самое говорите на из нусы кило батингем или анаиза, если женщина кило батингем, там полкило или килограмм. Какие еще у нас овощи есть? Есть горох у нас еще. Они очень, кстати, используют часто горох. Египтяне, у них есть такое блюдо, называется безелья. Вот. Ну и горох, соответственно, есть это самое безелья. То есть она из безелья. Мне нужна безелья. Безелья это горох. Также есть зелень. Зелень обычная, то, что продается, там петрушка, укроп. Она просто называется шабат. Шабат. Зелень. Вот. Ну, отдельно я сейчас не помню, как оно там, петрушка, укроп. Какие еще у нас есть? Это у нас то, что касается овощей. Ну и фрукты. Если о фруктах говорить, то фрукты манго. Манго это манго. Фараула. Фараула это стробери, это клубника. Фараула с буквой Ф. Потом моз. Моз это бананы. Моз. Энайз, киломоз. Анайза, киломоз. Потом что еще? Туфех. Туфех это яблоко. Туфех. Энайз, кило туфех. То есть я хочу 1 килограмм яблок, это мужчина говорит. Или женщина говорит анайза, кило туфех. Туфеха. И вот последнее х, вы не говорите туфех. То есть у них ха, вот это, она более как бы ха, мягкая, туфех. Вот. Апельсины. Апельсин называется портуан. Портуан. То есть говорите анаиза, кило портуан. Или анаиз, итнин. Итнин это 2. Итнин, кило портуан. Что еще есть? Какие у нас фрукты еще есть? Не помню. Киви. Киви так и называют, только они говорят киуи. Киуи. Киви. То есть у нас говорят киви, а у них киуи. Груши. Груша называется каметра. 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 Она из килокаметра. Потом что еще? Вспомнила другой фрукт, называется, это слива. Называется он барук. Барук. Если будете говорить барук, вас поймут. Но пишется он как бы в таком настоящем арабском языке, как баркук. Но египтяне это не произносят, и они говорят поэтому барук. Так что египетский диалект, он, конечно, отличается значительно от арабского языка фусха. Вот, во многом, конечно. Что еще вам рассказать? Но это то, что было у меня посвящено непосредственно таким вот вещам, как бы рис, картошка, то есть такие вещи, семечки, предположим. Семечки у них называются, у меня Пини, попугайчик наш, ест семечки. Кстати, египтяне очень любят семечки есть. И у них семечки стоят, кстати, дороже, чем арахис. Удивительно, потому что у них здесь растет арахис, но почему-то семечки стоят дороже, чем арахис. Вот так выглядят семечки. Видно, не видно, не знаю. Вот, и семечки называются либ. Либ. Она из либ. Она из либ. Либ. Семечки. А арахис, кстати, называется судени. Судени. Судени, да. Вот Малик даже знает, что арахис называется судени. Судени? Судени, да. Кстати, забыла про мандарины. Еще есть мандарины же у нас. Мандарин называется сафанди. Сафанди. Ты любишь сафанди, Малик? Да, любишь сафанди? Нет, не любишь? Почему? Где сафанди? Нету. А кто съел? Никто их не было. Ты съела фараулу, ты съела клубнику. И ты съела что еще? Ты съела моз, да? Скажи, что ты съела. Тоже киву. А? Киву. Киви.
Да, киви как circle зеленый. Да, circle зеленый. I remember sneaking out after dark. You'd have been on my mind all night long. Maybe we'd have got a vodka lemonade. We show the cool kids how to be the youth of today. We jump the fence and play in the Mr. Grogan's pool.